Привет, друзья! Сегодняшние новости объединят важное событие. Ангела Меркель напомнила Европе о возможных рисках изоляции. Канцлер Фридрих Мерц рассказал о начале серьезных изменений в Германии, а во Франкфурте активисты оказались в центре заметного судебного процесса. А дальше события становятся еще более значимыми. Немецкий автопром переносит часть производства в Венгрию. Китай демонстрирует новые экономические сигналы, а в США Дональд Трамп принял решение, которое меняет привычное понимание роли армии. И это еще не все. Впереди факты, которые помогают понять, в каком направлении развивается мир. Оставайтесь до конца, будет интересно, и не забудьте подписаться, чтобы не пропустить самые важные последние события Германии и Европы. Итак, бывший канцлер Германии Ангела Меркель на симпозиуме фонда Конрада Аденауэра сделала призыв к единству Европейского Союза и предупредила об опасности, что Германия, даже будучи самой крупной экономикой, оказывается совершенно одна на большой поляне. Меркель говорит о кризисах и конфликтах в мире, о растущем протекционизме и противодействиях между Европой и Соединенными Штатами Америки, а также об отличных от европейских взглядов некоторых друзей. По ее мнению, в таких условиях один государственный член Европейского Союза, даже самый мощный, мало что может изменить в глобальной политике. Она также призвала к реформам, к тому, чтобы Европейский Союз не становился настолько зарегулированным, что теряет способность действовать, и к тому, чтобы сохранялась та тонкая грань между нужной регуляцией и излишней. Меркель критиковала Лиссабонский договор. Он предусмотрел, что для крупных изменений нужен именно Европейский конвент, что замедляет процессы. Кроме того, она указала на дисбаланс в институтах Европейского Союза. Европарламент может выразить недоверие Европейской комиссии, но не может потребовать новых выборов, как это возможно в национальных парламентах. Это показывает, по ее словам, несовершенство устройства, которое нужно исправить. И еще интересное, новое неожиданное заявление канцлера Фридриха Мерца. Во время дебатов в Бундестаге по бюджету на 2025 год канцлер Германии Фридрих Мерц предупредил, что страна стоит перед глубокими реформами. Он сказал, что грядущее решение – это не мелкие корректировки, а изменения очень принципиального характера. Как мы живем, работаем, какие ценности сохраняем. С другой стороны, от оппозиции прозвучала резкая критика. Хайди Райхенек из партии левых назвала политику Мерца отвратительной и циничной. Она обвинила правительство в щедрой помощи крупным корпорациям и в том, что те решения, которые касаются обычных людей, служат лишь показательными жертвами. Канцлер Мерц подчеркнул, что изменения неизбежны и потребуют терпения от граждан. Он сказал, что осень реформ станет временем, когда уже будут озвучены конкретные меры, но это только начало процесса. Также говорилось о том, что система социального обеспечения нуждается в перестройке. Речь шла о пенсионной реформе, о распределении налоговой нагрузки, о справедливости в социальной политике. Далее новость, на которую стоит обратить внимание. Прокуратура Франкфурта предъявила обвинение 7 активистам движения «Последнее поколение» после масштабной акции блокирования аэропорта. Им вменяют незаконное проникновение на охраняемую территорию, порчу имущества и нарушение общественного порядка. Возраст, кстати, обвиняемых от 22 до 45 лет, все граждане Германии. Что произошло? Рано утром 25 июля 2024 года активисты разрезали забор охраны аэропорта болторезами и приклеили ладони к взлеточно-посадочным полосам при помощи секундного клея. Из-за этого все авиасообщение было парализовано. Служба экстренного реагирования с молотками и зубилами смогли отклеить людей от дорожного покрытия. По данным прокуратуры, блокировка обошлась в серьезные убытки для авиакомпаний, управляющей компании Fraport AG и прочих операторов аэропорта. Сейчас суд Франкфурта решает, будет ли дело идти в основное судебное производство. Отдельно было рассмотрено дело 8-го подозреваемого, который в момент акции был несовершеннолетним. Его передали по подследственности в другую прокуратуру по месту жительства. А дальше еще интереснее. Компании премиум-сегмента Германии, Audi, BMW и Mercedes все активнее делают ставку на Венгрию, как на один из ключевых центров производства. Главные причины – более низкие издержки, льготы от государства и более выгодные условия по сравнению с Германией. Так, Mercedes-Benz сообщил, что планирует увеличить долю производства в странах с низкой стоимостью труда. Финансовый директор компании Харальд Вильгельм сказал, что затраты на производство в Венгрии примерно на 70% ниже, чем в Германии. В Дебрецене строится завод с годовой мощностью в несколько сотен тысяч автомобилей, в том числе электромобилей, плюс завод по производству аккумуляторов. Общее вложение оценивается в пару миллиардов евро.
Венгерское правительство участвует через субсидии. Audi уже давно работает в Венгрии, в городе Гёр. Компания производит моторы, автомобили и теперь также электромоторы. Это дает ей преимущество, близость к поставщикам, эффективная инфраструктура, рабочие руки и господдержка. Есть и критика. Некоторые эксперты называют такую стратегию сложными отношениями между немецкими автопроизводителями и правительством Виктора Орбана. Они утверждают, что льготы, субсидии и политическая нестабильность могут создать риски для этих компаний, особенно при изменении в регуляции или отношениях с Европейским Союзом. И это еще не все. Промышленность Китая в августе снова сократилась. Это уже 5-й месяц подряд. Национальное статистическое бюро Китая зафиксировало, что официальный индекс менеджера по закупкам для обрабатывающей промышленности, так называемый индекс PMI, едва вырос с 49,3 до 49,4 пункта и по-прежнему остается ниже отметки 50, которая отделяет рост от спада. Аналитики, опрошенные агентством Reuters, ожидали на самом деле 49,5%. Экономисты объясняют спад эскалации торговых разногласий с Соединенными Штатами Америки с апреля, слабым внутренним спросом, летними погодными аномалиями и недавними действиями Пекина по сокращению избыточных мощностей на рынке. В то же время сектор услуг показал восстановление. Непроизводственное PMI поднялся до 50,3, а сводный индекс для экономики в целом вырос до 50,5 после 50,2 в июле. Тем временем остаются в Китае вызовы: слабый экспорт из-за тарифов, спад строительной отрасли, высокие долги муниципалитетов и нестабильная ситуация на рынке труда могут затруднить достижение целей китайского правительства по росту, как я сказал, около 5% в 2025 году. Главный вопрос: удастся ли властям стимулировать внутренний спрос и снять неопределенность в торговых переговорах с Вашингтоном. И еще одна важная новость, которая показывает реальную обстановку в самой экономике Германии. Немецкие розничные торговцы продолжают ждать поворота к лучшему. Улучшения в бизнесе пока не видно. По данным института ИФА, в августе индекс делового климата в розничной торговле опустился еще ниже, до минус 24 баллов. Это уже 3-й месяц подряд снижения. Торговцы оценивают свою текущую ситуацию скептически, продажи упали, особенно сильно страдают магазины одежды и мебельные салоны, тогда как магазины с продуктовыми товарами показывают немного лучший результат. В июле оборот розничной торговли сократился на 1% по сравнению с июнем. С учетом инфляции реальный спад составит около 1,5%. Также снизились продажи через интернет и почтой. Этот сегмент упал примерно на 3,8%. На будущее торговцы не ожидают сильного улучшения. Ожидания на ближайшие месяцы действительно чуть лучше, чем в прошлом месяце, но остаются в зоне неуверенности. Ассоциация немецкой розничной торговли призывает правительство действовать. Требуется программа поддержки внутреннего потребления. И это еще не все. Президент США Дональд Трамп предложил переименовать Министерство обороны обратно в Министерство войны. Этот шаг, который он считает символически значимым для имиджа страны. Назначенный им министр обороны Пит Хексет теперь именуется не министр обороны, а военный министр. Трамп считает, что слово «оборона» звучит слишком пассивно. Он хочет, чтобы министерство и страна выглядели более активными, готовыми не только защищаться, но при необходимости и действовать решительно. Переименование не просто дань истории. Это часть общей стратегии, которую Трамп формирует, показать, что Соединенные Штаты Америки воспринимают себя под угрозой, особенно со стороны Китая, и что внутренняя и внешняя политика будут более жесткими. При этом возникает вопрос о юридической стороне дела. По Конституции Соединенные Штаты Америки подобные изменения названия министерства требуют одобрения Конгресса. И пока не ясно, станет ли новое название официальным законодательным термином или останется только неофициальным, используемым в риторике и публичных заявлениях. Для наблюдателей этот шаг явный сигнал. Политика президента становится более агрессивной. Усиление обороны и риторики служит не только для внешнего мира, но и для внутренней аудитории, включая политическую базу и электорат. Если информация оказалась полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео. Спасибо за просмотр.